Привет, друзья! Вы на канале Скелетон, меня зовут Александр, и сегодня мы поговорим с вами о самых распространенных ошибках, которые совершают соискатели на собеседованиях в IT-компанию. Если вы хотите произвести отличное впечатление на работодателя и получить работу мечты, то обязательно посмотрите это видео до конца. Первая ошибка – это жаловаться на предыдущего работодателя. Одной из самых больших ошибок, которые можно допустить на собеседовании, является жалоба на предыдущего работодателя. Это создает негативное впечатление о вас, как о человеке, который не умеет держать себя в руках и решать конфликты профессионально. Когда вы начинаете жаловаться, интервьюер может подумать, что вы склонны к негативу и что вы будете говорить плохо и о новой компании, если возникнут какие-либо проблемы. Вместо этого лучше сосредоточиться на позитивных моментах и на том, что вы узнали из прошлых сложностей. Вторая ошибка – это не задавать вопросов. Когда кандидат не задает вопросов на собеседовании, это может быть воспринято как признак незаинтересованности или недостаточной подготовки. Вопросы показывают, что вы заинтересованы в позиции и хотите узнать больше о компании, ее культуре, ее ценностях, обязанностях. Подготовьте несколько вопросов заранее, чтобы продемонстрировать вашу заинтересованность и понимание компании. Вопросы могут касаться перспектив роста, особенностей работы команды или конкретных проектов, над которыми вы будете работать. Третья ошибка – это опоздание. Опоздание на собеседование без уважительной причины – это серьезное нарушение этикета и знак неуважения ко времени интервьюера. Оно показывает вашу ненадежность и неспособность планировать свое время. Если вы действительно не можете избежать опоздания, обязательно предупредите об этом заранее и извинитесь при встрече. Лучший способ избежать этой ситуации – заранее запланировать маршрут и учитывать возможные задержки, такие как пробки либо проблемы с транспортом. А с учетом того, что сейчас большинство встреч проводится дистанционно, то это ваше устройство и интернет, работают ли они нормально. Четвертая ошибка – это излишняя болтливость. Хотя открытость и коммуникабельность – это положительные качества, излишняя болтливость может произвести негативное впечатление. Если вы начинаете слишком подробно рассказывать о незначительных деталях, интервьюер может потерять нить разговора и важную информацию. Старайтесь говорить по существу, отвечать на вопросы четко и лаконично, придерживаясь темы. Излишняя болтливость может также создать впечатление, что вы не умеете слушать и не уважаете время собеседника. Пятая ошибка – это отсутствие встречных вопросов. Отсутствие встречных вопросов в конце собеседования показывает ваше равнодушие или недостаток энтузиазма к предложенной позиции. Интервьюеры ожидают, что кандидаты будут проявлять активный интерес к компании и будущей работе. Задавая вопросы, вы не только показываете свою заинтересованность, но и собираете важную информацию, которая поможет вам принять осознанное решение, если вам предложат работу. Шестая ошибка – это отсутствие знания о компании, в которую вы собеседуетесь. Приходить на собеседование, не зная ничего о компании – это серьезная ошибка. Это показывает вашу неподготовленность и отсутствие серьезного интереса к позиции. Перед собеседованием обязательно изучите информацию о компании, ее историю, миссию, ценности, продукты или услуги, а также последние новости. Это поможет вам не только произвести хорошее впечатление, но и задать более осмысленные вопросы, касающиеся вашего потенциального места работы. Седьмая ошибка – это отключенная камера на дистанционном собеседовании. В эпоху дистанционных собеседований важно помнить о визуальном контакте. Если все участники включили камеру, а вы оставили свою выключенной, это может создать впечатление, что вы менее заинтересованы или даже скрываете что-то. Включенная камера помогает установить более личный контакт и позволяет интервьюерам лучше вас увидеть и оценить вашу невербальную коммуникацию. Обязательно подготовьтесь к видеозвонку. Проверьте освещение, фон и убедитесь, что у вас стабильное интернет-соединение. Друзья, на этом все. Напишите в комментариях, какие еще ошибки могут быть на собеседовании и какие советы вы бы хотели услышать в последующих видео. Конечно, ошибки на этом не заканчиваются, но в одном видео я просто про все ошибки не смогу рассказать. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой YouTube канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А еще подписывайтесь на мой телеграм-канал Скелетон, где вы найдете огромное количество объемных полезных материалов для саморазвития и карьерного роста. Спасибо за просмотр. До новых встреч!